Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим синтезатор Casio Tone ST-S200. Синтезаторы серии Casio Tone выпускаются аж с 80-го года. И можно сказать, что вот она, легенда, вернулась. Изначальная идея была в том, чтобы сделать максимально простой, удобный синтезатор для новичков и уже играющих музыкантов. Здесь все довольно-таки просто. Есть свои колонки, возможность питания от батареек и минимум кнопок. Но и самые необходимые функции здесь имеются. Ну и самое главное, на мой взгляд, это то, что здесь есть функция Dance Music, которая позволяет вам проигрывать небольшие паттерны, включая и выключая отдельные части барабанов, басов и синтетических подкладок, переходя от одной части к другой, что позволяет вам играть, как будто бы вы диджей на синтезаторе. Давайте послушаем, какие в нем есть звуки, функции, стили. Послушаем звук пианино и будем использовать автоаккомпанемент. В этом синтезаторе нету отдельного блока автоаккомпанемента. Эту функцию выполняют 3 клавиши. Здесь вы выбираете версии. Версия первая, ну то есть это куплетная, либо припевная, сбивка, fill и еще одна клавиша включения и выключения аккомпанемента. Итак, если мы его выключаем, то играют только барабаны. Давайте послушаем. Включаем аккомпанемент. Звук электрофоно. Звук электрооргана. Звучание бас-гитары с автоаккомпанементом. Струнные. А теперь вот мы выбрали очень популярный звук, который входит, мне кажется, во всех синтезаторах в пресетах General MIDI, оркестровый хит. Здесь вот он звучит действительно олдскульно, практически так же, как он звучал в 80-х годах. Хочется сказать, что в этом синтезаторе есть возможность обработки звука. И одна из обработок – это ревер. Вот сейчас ревер выключен, то есть продолжительность звука, звучание эха вот в помещении. Ничего не происходит. Итак, включаем его. Есть несколько вариантов реверберации, начиная от маленьких комнат, которые называются room. Ну, то есть чуть-чуть там удлиняется ощущение этой маленькой небольшой комнаты. Есть несколько вариантов просто холла. И несколько вариантов ревера, который называется стадиум, то есть большой такой ревер.
Итак, мы, значит, взяли звук, нажимаем кнопку Home, чтобы вернуться из настроек в основное меню. Вы видите известный пресет «Оркестровый хит» и ритмический рисунок IDM. Итак, что же у нас получится? Возможно, кто-то из вас узнает эту мелодию. Звук баритон саксофона. Итак, перейдем к разделу Dance Music. Нажимаем его. Вот если мы нажимаем, во-первых, на кнопку Home, мы попадаем в основное меню, в котором есть выбор между ритмом, песнями и Dance Music. А сверху, если вы крутите просто колесо, то вы выбираете разделы, точнее, выбираете паттерны звука. Итак, нажимаем Home. Если мы нажимаем на раздел Dance, попадаем вот как раз в эту функцию Dance Music. И давайте рассмотрим, как это работает. Во-первых, под клавишами, вот в этом месте, мы видим по 3 секции барабанов, 3 секции басов, 3 синтезаторов и 3 еще дополнительных звуков синтезаторов, а дальше идут 4 обработки звука. Итак, включается это все по отдельности. Второе нажатие выключает звучащий паттерн. Либо если вы переходите на следующую часть, то есть от А версии барабанов к Б, то одна другую просто выключает. Итак, дальше смотрим басы. Также синтезаторы. И вторая секция синтезаторов. В чем, собственно, прелесть? Вы можете включить все в раз. Сейчас мы это сделаем. Через каждые 4 клавиши. Вот так. И выключить кнопкой «Стоп», допустим, либо также нажав на все 4 клавиши. Либо вы можете компилировать это вот в разных всяких моментах. Допустим, взять одну синтезаторную партию, вторую синтезаторную партию из блока «Б», а бас из блока «А». Или, допустим, начать с блока С, что, ну, скорее всего, как сбивка такая, нарастание, и не включать пока барабаны, а потом в раз включить всю секцию, точнее, всю аранжировку в раз. Итак, давайте наберем С вот таким образом. И таких различных рисунков очень много. Мы рассмотрим просто еще несколько вариантов. Вот это был Electric Dance. Теперь, ну, возьмем, допустим, Speed Shuffle.
А теперь давайте еще один паттерн разберем и посмотрим, как работают FX-секции. Итак, возьмем поп-транс. Как вы уже поняли, когда мы нажимаем и удерживаем, срабатывает определенный эффект, как сказать, мастер-эффект на весь наш ритмический рисунок. И вот FX1, вот когда он срабатывает, это прямо видно. Это модуляционный LPF-фильтр. Следующий эффект. HPF-фильтр, тоже модуляционный. Третий эффект – это фленджер. И последний – это low-fi, то есть такая застаренная запись. И, кстати, ST-S200 выпускается также в белом цвете. Так, начал. Готовы? Да. Поехали. Звук... Еще раз. Звучание бас-гитары с автоаккомпанементом. Не туда нажал.